Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это четвертая заключительная часть видео мастер-класса «Собачка-конфетка». Вяжем кофточку. Берем плюшевую пряжу в цвет кофточки. Это плюшевая пряжа Гималая Dolphin Baby у меня. Основной крючок и набираем 31 воздушную петлю. 1, 2, 3, 30 и 31 воздушная петля – это петля подъема. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем такую комбинацию. Вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И в следующую стеночку петли мы провязываем одну прибавку. Провяжем 2 столбика без накида за одну стеночку петли. И такую комбинацию повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Итак, в конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 5 столбиков без накида. 2, 5. Далее вяжем одну прибавку. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 42. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд, третий. В этом ряду вяжем так: 6 столбиков без накида. 2, 3, 6. Далее вяжем одну прибавку. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 48. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд, четвертый. В этом ряду вяжем так: 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 8. Далее вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. По полотну вязания пропускаем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в 8 петлю вяжем столбик без накида. Провязали 1 столбик без накида, и еще нужно будет провязать 17 столбиков без накида. Провязали, далее вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И далее также по полотну вязания пропускаем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8 петлю вяжем столбик без накида. 1 столбик без накида провязали, еще до конца ряда провяжем 7 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Итак, мы с вами сформировали проймы для верхних лапок. И в этом ряду у нас должно получиться итоговое количество петель 44. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 44 столбика без накида. 5 и 6 ряды. Там, где у нас пройма, по цепочке вяжем 5 столбиков без накида за стеночки петель. И далее продолжаем вязать, как обычно, за обе стеночки петель. Провязали. Далее
Вот эти вот края со стороны спинки можно обвязать столбиками без накида. На кофточке первой игрушки я это сделала, а на этой кофточке я этого делать не буду. Почему? Потому что вторая игрушка у меня получилась вот в этом месте, она постройнее, похудее, поэтому вот этого вот размера мне будет достаточно. Если я обвяжу эти края, то она будет слишком кофточка свободная, она и так свободная на нее, такая достаточно свободная. Вот, и здесь уже будет хорошо все зашнуровываться. А вот на кофточке первой игрушки мне было недостаточно ширины кофточки с задней стороны, поэтому я сделала обвязочку, и края здесь более ровные. Вот. Ну, здесь тоже будет хорошо смотреться без обвязки, потому что края такие идут зигзагом, и если вот так соединить, то пазл сходится, как говорится. Итак, по желанию обвязываем столбиками без накида эти края или же не обвязываем. Что делаем дальше? Далее обвяжем вот этот вот край плюшевой пряжей Alize Softy Plus желтого цвета под цвет ушек. Я слегка распущу крайний столбик без накида, беру плюшевую пряжу желтого цвета Alize Softy и довяжу этот крайний столбик без накида уже этой пряжи. Далее вяжу воздушную петлю, разворачиваю вязание. И теперь этой пряжей вяжем 44 столбика без накида. Провязали. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И все хвостики прячем с внутренней стороны кофточки, завязываем, фиксируем их узелочками и лишнее отрезаем. Далее шнуруем подходящей лентой кофточку задней стороны, или же можно пришить петельки, пришить пуговички. Это уже на ваше усмотрение, кому как нравится. И кофточка готова. Далее вяжем бантик. Берем плюшевую пряжу. Цвет бантика, это также у меня пряжа Himalaya Dolphin Baby, основной крючок, и набираем 11 воздушных петель. Начальный хвостик оставим чуточку подлиннее, так его будет потом легче прятать. Итак, вяжем 11 воздушных петель. 2, 3, 4 и 11 это петля подъема. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 10 столбиков без накида. Провязали, в конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание и рабочую нить заводим под вязание. Следующие 3 ряда вяжем за задние стеночки петель. Вяжем так по 10 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание, заводя рабочую нить под вязание. Провязали, в конце последнего ряда воздушную петлю не вяжем, а протягиваем рабочую нить и также оставляя ее чуть-чуть подлиннее, отрезаем. Теперь определите для себя, какая сторона бантика будет лицевой и какая сторона будет изнаночная. Итак, я для себя определила. Вот это у меня будет лицевая. Поэтому по изнаночной стороне мы вот эти вот хвостики протянем здесь вот между столбиками, протянем сюда к серединочке. И вот этот вот хвостик, как бы обвивая стеночку петли, тоже протянем сюда к серединке.
Далее здесь можно завязать пару узелков, зафиксировать, чтобы ничего не стягивалось. И этими хвостиками, если длина хватает, то можно будет стянуть здесь вот в серединочку, сформировать бантик. Если же этой длины не хватает, то ничего страшного, так как мы серединку еще будем с вами обматывать плюшевой пряжей Alize Softy Plus желтого цвета. Все, завязываем на узелочки и лишнее отрезаем. Итак, я перевязала серединку бантика плюшевой пряжи Alize Softy Plus желтого цвета несколько раз и завязала сзади на узелочки, оставив хвостики подлиннее, так как этими хвостиками потом будет удобнее фиксировать бантик на голове игрушки. Далее вяжем сумочку. Берем плюшевую пряжу для сумочки. У меня это Alize Softy Plus. Основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8. Провязали первый ряд. Следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 8 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 16. Провязали. Следующий ряд третий. Этот ряд мы вяжем без изменения. 16 столбиков без накида. Провязали. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Одна часть сумочки связана. Вяжем точно такую вторую часть, но только рабочую нить в конце вязания мы не отрезаем, а продолжим вязать, свяжем ручки. Итак, связали вторую часть, и прежде чем вывязать ручки сумочки, мы сделаем присоединение вот этих вот двух частей друг к другу, прикладываем друг к другу изнаночными сторонами, протянем петлю второй части сквозь петлю первой части сумочки. И провяжем соединительную петлю. И теперь, присоединяя две части, провязывая их вместе, провяжем так 10 столбиков без накида. Провязали. Далее вяжем 40 воздушных петель. Это и будет ручка сумочки. 3, 4, 5 и 40. Далее эту цепочку из воздушных петель присоединяем к сумочке вот в этом месте соединительной петлей. Присоединили. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Чуть-чуть подлиннее, так чтобы было потом его удобнее прятать. Еще сейчас зафиксируем, завяжем вот с этим хвостиком между собой. Для начала его протянем на внутреннюю сторону. Я, кстати, как вы уже заметили, уже пришила украшение, сиреневую звездочку к сумочке за кадром. Итак, и теперь вот эти вот два хвостика завязываем между собой на узелочки, лишнее отрезаем, и еще эти хвостики можно внутри сумочки зафиксировать горячим клеем.
Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, наша с вами собачка-конфетка полностью готова. Я очень надеюсь, что у вас тоже все получилось. Спасибо вам большое за вязание вместе со мной. И кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем пока-пока!